Всем привет! Сегодня мы будем обустраивать квартиры для мамы-одиночки и ее детей. На эту мысль меня натолкнула просмотр фильма про Эрин Брокович, он так и называется, Эрин Брокович. Там играет неподражаемая Джулия Робертс. Она, кстати, частенько играет каких-то других персонажей, реально существующих. Мне интересно, как эти женщины, которых она играет, потом себя чувствуют, когда их играет Джулия Робертс. И все представляют, что они именно такие. Так вот. И этот фильм основан на реальных событиях про женщину, которая в конце 80-х, начале 90-х оказалась абсолютно одна, с 3 детьми, с долгами. Вот, и она искала работу, но сложно найти работу, когда у тебя на руках маленький ребенок. И она, в общем, от безысходности напросилась на работу к своему адвокату, к которому она обращалась, когда там кто-то в нее врезался. В общем, она пыталась медицинскую страховку оплатить. И она там нашла, в общем, какое-то дело по компенсационным выплатам, заинтересовалась, и в итоге она стала очень знаменитым, ну, не адвокатом, а правозащитницей, в общем, человеком, который помогал людям собираться вместе и требовать от больших корпораций возмещения ущерба. Там, первый случай был загрязнение воды, которое замалчивалось, а люди болели. Она смогла их организовать, правильно все структурировать, собрать всю информацию и подать в суд на эту компанию. Она выиграла этот суд, что стало таким прецедентом для последующей ее деятельности. И вообще, насколько я читала, в законодательстве США это было самая большая выплата корпорации, самое жесткое принятое решение. В общем, это послужило толчком для развития очень большой сферы вот этих крупных дел, когда против корпораций много людей собирается. И она еще провернула много таких дел. Сама эта Эрин Брокович, не имея при этом юридического образования, просто она была пробивная, и ей помогало то, что она очень не компанейская, но общительная такая была и близка к народу, потому что большинство адвокатов очень чопорные и закрытые, она такая абсолютно свойская. В общем, там ее как раз-таки одевают еще так очень специфически, но ярко и привлекательно. В общем, я посмотрела этот фильм, мне захотелось обставить для нее квартиру такую, где бы она смогла разместиться с 3 детьми. Единственное, что в фильме у нее там был дом, я, кстати, не знаю, это был арендованный дом или личный, я не знаю. Но, кстати, у настоящей Эрин Брокович есть, по-моему, мемуары, она выпускала книгу, мне кажется, там больше именно по ее деятельности, чем она потом занялась. Она, кстати, сейчас продолжает этим, насколько я знаю, заниматься правозащитными какими-то делами. У нее есть своя благотворительная организация. Вот. Но суть в том, что я выбрала именно квартиру. Мне хотелось создать что-нибудь уютненькое, комфортненькое, ну, такое немножечко потрепанное, то есть не супер новое, но не супер дешевое, что-то такое вот middle class какой-то такой, и чтобы всем хватило места. Я, получается, сделала общую зону с кухней, и обеденную зону, и отдыхательную зону типа зала. Но у каждого все-таки члена семьи, ну, не у каждого, но практически у каждого члена семьи есть своя комната. Самым маленьким окном досталось самой Эрин, самой маме семейства. Все-таки я посчитала, что она возьмет на себя это, что у нее будет самая маленькая окошко, но достаточно просторная комната в итоге оказалась. Думаю, что можно было бы даже там еще одну ванную вместить, потому что так-то у них одна ванная на 4 человек, это маловато на самом деле. Плюс комната ее сына, то есть у нее есть еще сын и 2 дочки. Сын это такой старший школьник, он уже в отдельной комнате у меня поселен, в 2-спальная кровать, то есть он такой более мажорненький товарищ, но потом на стенах я расположу много плакатов, то есть такую мальчишечью комнату все-таки сделаю. У него будет свой письменный стол, свой шкаф и так далее. То есть у него такое, все, что нужно молодому человеку для жизни, у него все будет отдельное. И маленькая комнатка, она для девочек, совсем малышки и тодлера. Вот, они обе девочки, и я сначала думала колыбельку поставить в мамину комнату, но потом что-то я про нее забыла.
вспомнила уже, когда все обставила, переставлять не хотелось, но по-хорошему, конечно, лучше перенести туда, потому что я знаю, что когда играешь в Sims, лучше, конечно, ставить колыбельку в комнате, где спит Sims, потому что, ну, так быстрее добегать, быстрее реагировать, так, в общем, удобнее все это проделывать, но в любом случае пока что у девочек отдельная самая большая и светлая комната, ну, в смысле, нет, комната-то самая маленькая, но окон там больше всего. В общем, надо как-то потом, наверное, все-таки переделать эту планировку, потому что получилось, что в самой большой комнате самое маленькое количество окон, в самой маленькой комнате 2 здоровых окна практически на всю стену. Мне кажется, это как-то не очень-то уравновешенно получается. Но в итоге квартирка получилась очень уютненькой, приятненькой. Я все-таки вспомнила о том, что можно платформы использовать. Я про них просто, честно, постоянно забываю. Вот, честно признаюсь, что их вообще можно использовать. Единственное, что неудобно, что они вечно съедают стены. Вот, но здесь я вспомнила, и здесь как раз-таки очень хорошо разграничивает пространство. То есть в тех случаях, когда нужно разграничить как-то вашу зону одну от другой отделить, платформы, это, конечно, очень даже. Но я там еще немножко цветочками, листиками отгородилась. Мне тоже очень нравится из эко-жизни вот эта штука с листьями, которые растут. Мне очень нравится. Я еще иногда ее засовываю в окно, как бы, ну, между окон. Тоже получается очень симпатично, как будто такой отдельный микромир, который там растет в окне. Вот. Так что приятного просмотра, подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео.